По данным на 27 марта в Чувашской республике выявлены 3 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «сибирская язва». Более 130 контактировавших с ними человек в данный момент находятся дома под постоянным наблюдением. Сегодня мы поговорим о том, насколько опасна для человека сибирская язва, как можно заразиться данным заболеванием и где очаги сибирской язвы находятся на территории Российской Федерации. Здравствуйте, мои хорошие! Сибирская язва или антракс – это инфекционная болезнь, представляющая смертельную опасность для животных и человека. Упоминания о ней встречались в трудах античных ученых. Предположительно, болезнь также упоминается в Ветхом Завете, в том числе среди бедствий, известных как 10 казней египетских, когда Бог наслал мор на скот, а затем и тела людей покрылись страшными язвами и нарывами. В нашей стране в прошлом она проявлялась в виде массивных эпизоотий, сопровождавшихся высоким уровнем поражения и смертности людей. Возбудителем болезни является бацилла, бациллюс антрацис, обладающая значительной устойчивостью к высокой температуре и дезинфицирующим веществам. Первым ученым, который смог в чистом виде выделить бактерию бациллюс антрацис, вызывающую сибирскую язву, стал немецкий врач Роберт Кох. Вскоре, в 1881 году, французский химик и микробиолог Луи Пастер создал первую вакцину против сибирской язвы. Отечественное определение «сибирская язва» принадлежит медику Степану Семеновичу Андриевскому, который в 1786 году возглавил государственную экспедицию в Уфимскую губернию ради изучения неизвестной болезни, от которой погибали и люди, и животные. В рамках изучения он вскрыл несколько сотен трупов и в итоге решился на отчаянный эксперимент, привив самому себе язвенную материю, взятую у больного человека. Таким образом, путем самозаражения Андриевскому удалось доказать инфекционный характер заболевания. Врач, сумевший перебороть болезнь, дал ей название «сибирская язва», так как на тот момент она зверствовала преимущественно на Урале и в Зауралье. В 20 веке сибирская язва получила распространение не только как болезнь, возникающая в естественных условиях. Ее начали пытаться использовать в качестве оружия. Так, в Первую мировую войну Германия предпринимала попытки инфицирования корма для лошадей и скота, поставляемого армиям союзников, а также заражение коров, перевозимых морем из Аргентины в Европу. Эксперименты с биологическим оружием на основе спор Bacillus anthracis продолжились во Вторую мировую войну, в том числе с участием американских и британских ученых. Последние в 1942 году провели на необитаемом шотландском острове Груинард испытания в рамках подготовки к операции «Вегетарианец», целью которой было массовое заражение скота на территории фашистской Германии. Исследованиями в области биологического оружия с применением спор Bacillus anthracis занимались и в Японии. Так, печально известный отряд 731 проводил бесчеловечные опыты на живых людях, инфицируя их бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа, газовой гангрены. Полученные в ходе подобных экспериментов знания использовали в 1939 году в боях на Халхин-Голе. Кроме того, сибирской язвой с целью вызвать эпидемию заражали реки, впадающие в водоемы уже на территории СССР. Возбудитель сибирской язвы способен передаваться человеку различными механизмами – контактным, аспирационным, фекально-оральным и трансмиссивным. При этом ведущим механизмом передачи возбудителя является контактный. Люди заражаются сибирской язвой преимущественно в результате контакта с больными животными, их трупами или продуктами животноводства при разделке и вынужденном убое больных животных. Источником сибирской язвы являются больные сельскохозяйственные животные – крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды. Домашние животные – кошки, собаки – маловосприимчивы. Человек от человека заразиться не может. В организме хозяина Bacillus anthracis существует в вегетативной форме палочек, а за его пределами в воздухе, воде и почве в виде спор. В почве, в основном это места скотомогильников, очаги сибирской язвы сохраняют потенциальную опасность сотни лет.
Споры сибирской язвы могут быть вынесены на поверхность и начать действовать при проведении строительных, гидромелиоративных и других земляных работ, а также с ливневыми и паводковыми водами. Палочки погибают при термической обработке, поэтому риск заразиться при употреблении в пищу вареного мяса или кипяченого молока невелик. Споры же очень устойчивы к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. В воде и почве они могут сохраняться годами. В воздухе под воздействием прямых солнечных лучей погибают в течение 10-15 суток. Чаще всего патоген попадает в организм человека через порезы или царапины. Бактерия, размножаясь, производит 2 экзотоксина. Один вызывает отек тканей, другой образует язвы, главный признак заболевания. Инкубационный период, то есть время от момента заражения до появления первых признаков, составляет от нескольких часов до недели. Как правило, этот период длится 2-3 дня. Выделяют кишечную, легочную, кожную формы сибирской язвы. Наиболее распространенной является подвид кожной формы – карбункулезная форма. Через несколько дней после заражения на коже появляется зудящее красноватое пятно, похожее на укус насекомого. Затем развивается визикула – пузырек с серозным содержимым и кровью. При расчесывании оболочка срывается и возникает язва с черным дном. Язва растет до 8-15 мм. Пациент жалуется на боль и жжение в месте образования язвы. Постепенно вокруг язвы появляются новые пузырьки, за счет чего дефект кожи увеличивается в размерах. Также наблюдаются симптомы общей интоксикации: повышение температуры тела, слабость, сонливость, головная боль. При благополучном сценарии после 5-6 суток острой фазы температура снижается, самочувствие улучшается, отек рассасывается, рана заживает, оставляя рубец. Легочная форма начинается остро, с сильного озноба, высокой температуры тела, покраснения глаз, чихания, кашля, насморка. Заболевание протекает очень тяжело и может заканчиваться летально. Для кишечной формы заболевания характерны боли в области желудка, понос, рвота и общая интоксикация. Живот вздут, болезненный при пальпации. Пациент также может погибнуть от инфекционно-токсического шока. Сибирская язва может осложняться менингитами, менингоэнцефалитами, отеком и набуханием головного мозга, отеком легких, асфиксией, перитонитом, желудочно-кишечными кровотечениями и парезом кишечника. Генерализованные формы легко перерастают в сепсис и инфекционно-токсический шок. У переболевших и выживших остается прочный иммунитет. Повторные случаи заболевания практически не встречаются. Летальность сибирской язвы составляет 10-20%. Если же приступить к лечению вовремя, болезнь протекает в легкой или средней форме, и все пациенты выздоравливают. До 99% случаев сибирской язвы – это заражение через кожу. Как только у больного увидели язвы визикулы, в соответствии с эпидемиологическими процедурами начинают проверять всех контактировавших с ним. Специфическая диагностика сибирской язвы включает 3 этапа: микроскопическое исследование биологических материалов, мокрота, отделяемая кожных элементов, плевральный выпад, кал, выделение культуры путем бак-посева на питательных средах и биопробы на лабораторных животных. Лечение проводится только в условиях инфекционного отделения. Используются антибиотики, а также специфический иммуноглобулин. Следует отметить, что возбудитель сибирской язвы до сих пор чувствителен к самому обычному пенициллину. Имеющиеся в арсенале медиков вакцины не всегда защищают. Более того, они способны вызвать целый ряд побочных эффектов. Поэтому прививают только группы риска: исследователей, работающих живыми бактериологическими культурами, тех, кто занят убоем скота, заготовкой, сбором, хранением, транспортировкой, переработкой и реализацией сырья животного происхождения, ну и при заражении каких-то территорий. За людьми, контактировавшими с больными животными, наблюдают в течение 2 недель. В качестве превентивной меры им могут назначить курс антибиотиков или вакцину. Как предупредить заражение сибирской язвой через мясные продукты? Нельзя покупать мясо, не прошедшее ветеринарный контроль, на стихийных рынках, с багажников машин, с рук. Зачастую такие выгодные и очень дешевые покупки могут стоить жизни. Мясо при приготовлении должно пройти тщательную термическую обработку.
Куски размером не более 500 граммов нужно варить не менее 2,5 часов. Случаи сибирской язвы регистрируются в России каждый год. В основном страдают люди, профессионально работающие с животными. По некоторым данным, в России есть около 200 скотомогильников, в которых дремлет сибирская язва. В Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Курской, Самарской, Кировской, Ростовской, Курганской и Орловской областях, республиках Северной Осетии, Чувашии, Бурятии, Чечне, Татарстане и так далее. Крупнейшая в современной истории вспышка сибирской язвы на территории России наблюдалась весной 1979 года в Свердловске, ныне Екатеринбург. Число заболевших тогда достигло 96 человек. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!